Всем привет! Готовим всеми любимую закуску из баклажана в духовке. Сытную, сочную, низкокалорийную и богатую витаминами. Для приготовления понадобится 2 баклажана покрупнее и 2 палочки для суши. Поместите баклажан между палочками и порежьте его кольцами 1–1,5 см. Палочки позволяют контролировать разрезом ножом, чтобы нож не доходил до самого низа овоща. Размер баклажана и его вес не имеют значения в этом рецепте. Важна только ширина колец, она не должна быть слишком маленькой. В результате получился красивый веер из баклажана. То же самое проделайте со вторым баклажаном. В этот раз вы это сделаете более уверенно. Кстати, если у вас большая семья, можно использовать в этом рецепте несколько баклажанов поменьше, чтобы каждому достался на тарелке целый красивый баклажанчик. Это смотрится очень эстетично. Уберите баклажаны в сторону. Сейчас мы подготовим для них ароматную шубу. Нам понадобится 4 столовых ложки растительного масла. Конечно, лучше оливковое, оно вкуснее сочетается с баклажанами. 2 зубчика свежего чеснока натрите на мелкой терке. Добавьте 2/3 чайных ложки соли и 1 чайную ложку прованских трав. Несколько веточек свежей петрушки мелко покрошите. Также можно использовать кинзу или укроп, они тоже очень ароматные. Добавьте петрушку в оливковое масло и хорошенько перемешайте все ингредиенты. У нас получилось красивое ароматное масло. Теперь этим маслом нужно промаслить баклажаны, каждую дольку, тщательно, со всех сторон, чтобы каждый ломтик был пропитан солью, чесночным маслом и ароматными травами. Если вы любите, чтобы овощи были поострее, вы можете добавить в масло молотый перец чили или индийскую приправу карри, она тоже очень сюда подходит. Этот рецепт очень простой и быстрый, нужно лишь промаслить баклажаны и вложить между дольками начинку, приготовление которой займет всего 2 минуты. 2 вкусных помидора среднего размера нарежьте тонкими ломтиками. Для этого разрежьте помидор на 2 части. Уберите жесткую серединку и порежьте ломтиками до полусантиметра. Чаще всего на 1 баклажан хватает 1 помидора. 180 грамм вашего любимого сыра порежьте на тонкие ломтики. Мне удобно беглым взглядом посчитать количество надрезов на баклажанах, чтобы порезать сыр примерно на такое же количество ломтиков. Теперь соберем веер из баклажана. Для этого в промасленный баклажан вложите помидоры широким ребром наверх, а тонкой стороной внутрь. Делайте это бережно, но не бойтесь сломать баклажан, он довольно плотный и крепкий. Теперь вложите ломтики сыра в каждое отверстие рядом с помидором, так, чтобы помидор в духовке стал мягким и пропитал собой запекающийся баклажан в чесноке и травах, а расплавленный сыр придаст безумно вкусную сливочную тягучую изюминку этому блюду. Благодаря вееру сочная начинка распределяется равномерно по всему баклажану. Получается красивый веселый ежик. То же самое проделайте со вторым баклажаном или с остальными, если вы решили запечь несколько. Может быть, вам будет удобно начинять каждый отсек сразу и помидором, и сыром одновременно. Забыла сказать, что сыр сюда подходит любой, и сулугуни, и обычный полутвердый, и твердые виды сыров. Исключение разве что адыгейский сыр, он не плавится. Покройте остатками масла с чесноком и травами подготовленные веера из баклажанов. Переложите баклажаны на противень для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Баклажаны готовы. Аромат разносится по всей кухне. Баклажаны, чеснок, прованские травы. Теперь можно переложить баклажан на блюдо и подавать к столу. Желательно подавать его в горячем или теплом виде. Тогда сыр будет тягучий, а баклажан еще более аппетитным. Вот так, быстро и просто, мы сделали сегодня красивую закуску.
которую легко может приготовить каждый. Такие вкусные и питательные баклажаны приятно подавать к столу на обед или ужин, и на каждый день в сезон баклажанов, и на праздничный стол в любое время года. Рецепт второй. Хацелим – популярный израильский паштет из баклажанов. Готовится паштет очень быстро, уже можно включить духовку на 200 градусов. Для приготовления нам понадобится 1 кг баклажанов любого размера. Чистые сухие баклажаны проткните вилкой в нескольких местах. Переложите баклажаны на противень и запекайте в духовке 40 минут. Запеченные, слегка остывшие баклажаны выложите на сухую чистую поверхность. Разрежьте пополам и с помощью ложки достаньте мякоть. Кожура баклажана жесткая, ее мы использовать не будем. Хацелим – это популярная ближневосточная закуска из баклажанов. И если вы еще не пробовали этот кулинарный шедевр, сейчас в сезон баклажанов самое время его приготовить. Напишите в комментариях, знакома ли вам эта закуска. Можно даже приготовить сразу 2 таких порции, ведь хранится хацелим в холодильнике 5 дней, а съедается очень быстро. Теперь, когда вся мякоть баклажанов на столе, измельчим ее ножом. Делать это легко, баклажаны очень мягкие и нежные. Переложите запеченные баклажаны в глубокую чашку. Добавьте 2/3 чайных ложки соли или по вкусу, 2/3 чайных ложки черного перца, столовую ложку оливкового масла, 2 столовых ложки майонеза. Можно взять обычный, можно низкокалорийный или соевый, 1 чайную ложку сиропа топинамбура без сахара или 2 чайных ложки обычного сахара. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и пару зубчиков свежего чеснока. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Хацелим готов. Мне нравится подавать его к столу со свежими овощами или вкусным хлебом. Это уж каждому свое. Но одно неизменно – вкус у него божественный. Оторваться просто невозможно. Попробуйте, приготовьте. Смотрите мое следующее видео. Напишите в комментариях, какой рецептик понравился вам больше. Делитесь моими видео с друзьями. Давайте дружить и готовить вместе. Впереди еще много вкусного.